заснавана на рэальных падзеях. У ліпені 2023 года у Рэспубліцы Беларусь прыняты закон, які прадугледжвае ўзбуджэнне крымінальных спраў у дачыненні да памерлых. Дзяржава пачынае актыўна выкарыстоўваць гэты закон для суджэння былых супернікаў рэжыму. Суд над палітычнымі злачынцамі мінулага адбудзецца тут, сёння, у наши дни. Суд приговорил Колобенко Сергея Викторовича, 1965 года рождения, 2021 года смерти, признать виновным в активном и систематическом Приговор участии может в быть протестах обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд через суд Ленинского района города Минска в течение 10 суток со дня провозглашения. Суд окончен. Я живу по букве закона. Противники нашей страны и президента все равно живые. Или мертвые не скроются от правосудия даже на том свете. А? Ха! Этим мертвым не поздоровится. Осудит, даже глазом не моргнет. О! После справедливого суда движимое и недвижимое имущество преступников будет изъято в пользу малоимущих работников силового блока. О, слава богу, мы в силовом блоке. Милиция. Будем держать кулачки. Женщина, на сегодня прием физических граждан уже окончен. Часы приема каждый второй вторник с 13:00 до 14:45. Что, неадекватное, что ли? Покиньте помещение. О, Александра Дмитриевна, здравствуйте. А мы вот тут о вас разговариваем. Да. Положительно? О вас либо хорошо, либо ничего. Анекдот хотите? Смех продлевает жизнь. Так вот, в суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно. Правильно, так и надо. Александра Дмитриевна, вы просто шик. Опять лучше всех. Берите пример. Помните. Лучше всех. Она судья. Да ладно. Да, она мужу моей знакомой дала 3 года за лайк под постом Белсата. Манда старая. Но Бог не Тимошка, видит немножко. Дохлый номер. Молодой человек, закройте дверь. Вы не из нашей группы. А то милицию вызову. Извращенец. Итак, продолжаем йогу смеха. Девушки, не надо смеяться. Занятие уже окончено. Женщина, для кого правила существуют? Нельзя ходить по газонам. А где это написано? Согласно пункту 3.9.2 правил о благоустройстве и содержании населенных пунктов запрещается на озелененных территориях и или газонах сидеть, ходить и лежать, а также устраивать игры. Покиньте территорию, а то я милицию вызову.
помещение. Я судья, я всех вас посажу. Я милицию вызову. Я все поняла. Это вы пришли обжаловать приговоры. Во-первых, статья 202 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконное вторжение в жилище, вопреки воле проживающих в нем лиц, наказываются общественными работами или штрафом, или арестом. Во-вторых, какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. В-третьих, насилие в отношении судей воспрепятствование от 2 до 7 лет. В-четвертых, апелляционная жалоба или апелляционный протест должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к процессуальному документу. Скачайте правильный образец на сайте Верховного суда Республики Беларусь. И в-пятых, ребята, За истекший год белорусские суды рассмотрели 35 тысяч уголовных по дел, которым оправдали 17 что обвиняемых. составляет 0,5% от общего числа приговоров.
Так что у вас нет шансов. Невосполнимую утрату понесло наше общество 6 сентября. На 65-м году жизни мирно в своей квартире скончалась судья районного суда города Минска Драгун А.Д. Ушла эпоха. За всю жизнь ни одного не оправдала, никого. 100% КПД. Покойная любила жизнь во всех проявлениях и ушла, наслаждаясь ею, с улыбкой на устах. Коллектив суда Ленинского района выражает уверенность, что А.Д. Драгун с честью предстала перед судом небесным. Ну, ничего, найдут замену среди молодежи. Ничего ж не поменяется. Плюс-минус одна судья, погода не сделает. Кстати, о погоде. Перемена погоды. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается бура